Ребята, я смогу выпускать больше таких видео, если у меня будет время. Вы можете выкупить мое время, чтобы я больше не работал в компании, где продаю обслуживание газовых турбин. Хотя я там становлюсь профи и под моей ответственностью все больше турбин, за сервис которых я отвечаю. Но это не дело моей мечты, как YouTube и книги, поэтому огромная благодарность тем, кто может меня поддержать. Ссылки внизу. Сомнения в микробной теории – это удар в самое сердце большой медицины. Если люди поймут, что болезни не прыгают от человека к человеку, а заразность – это миф, то индустрия рухнет под тяжестью собственной лжи. Клеточный мусор, который ученые видят в экспериментах, совершенно неотличим по размеру и форме от вируса. И у них нет никакого способа отделить вирусную частицу от просто фрагментов клетки. Нет, конечно же, нам говорят, что вирус можно изолировать. Просто умалчивают о том, что никогда не изолировали его полностью. The most practical method for virus purification is density gradient centrifugation. Наиболее практичным методом очистки вирусов является центрифугирование в градиенте плотности. Компоненты сложной смеси разделяются в трубке с градиентом жидкости на основе их собственной плотности. Если трубка настроена как градиентная, каждая структура будет перемещаться в положение, в котором ее плотность соответствует плотности жидкости. Поскольку вирусы очень малы, требуются большие гравитационные силы. Что делать необходимым такое разделение методом ультрацентрифугирования? Во-первых, конечно, не обошлось без теории гравитации. Это не гравитация, это просто способ усиления эффективной силы, благодаря которому даже незначительные различия в плотности вызывают движение. Разделение частиц в растворе определяется разностью плотностей и выталкивающими силами жидкости. Двойной фейк описывать вирусы через гравитацию. Просто черный юмор науки. Невидимые мини-вирусы против невидимых гигантских сил. Во-вторых, в их трубке с градиентом плотности все организуется по своим плотностям, и лаборатория ловит тот слой, где по ожиданиям находятся вирусы. Но в том же диапазоне плотности может болтаться все что угодно. То есть вирус никогда не был изолирован полностью. Это значит, что его существование не доказано. Научно корректно было бы сказать, вирус как полностью изолированная частица не подтвержден. Как назвать тот факт, что современная наука притягивает все за уши? Назовем это научным натяжением или научной подтяжкой фактов. Чтобы все сошлось с теорией, нам нужны натяжные доказательства. Вот еще из другой статьи на ту же тему. Differential centrifugation is used to pellet first the contaminants and then the virions. Дифференциальное центрифугирование используется для осаждения сначала примесей, а потом вирионов. Центрифугирование через подушку из плотного раствора сахарозы отделяет вирусы от примесей на основе их размера и формы. Равновесное центрифугирование в хлориде цезия очищает вирусы в зависимости от их плавучей плотности. Тут четко говорится, что методы разделения основаны на массе, плотности, размере, коэффициенте седиментации, не на том, что вирусы имеют уникальную характеристику, которую нельзя спутать с другими частицами. Методика говорит не о чистой молекуле вируса, а о очищенной по физическим параметрам смеси, где часть частиц считается вирусом, но многие клеточные фрагменты могут иметь схожую плотность. Например, вот экзосомы, реальные структуры, крошечные пузырьки, которые клетки выбрасывают как мусор или как сигнальные пакеты. Они похожи на вирусы по размеру и форме. Или когда клетка умирает, она распадается на аккуратные пузырьки. Под микроскопом они тоже похожи на вирусные частицы. По-английски это называется apoptotic bodies. A cell dying by apoptosis progresses through disintegration of the cellular content into distinct membrane-enclosed vesicles termed apoptotic bodies. Это прямое научное описание того, что умирающая клетка превращается в такие пузырьки, а не просто исчезает. Поэтому фактически невозможно взять вирус или эту вызывающую болезнь частицу из клеточной культуры и подвергнуть ей кого-то, что необходимо, чтобы доказать причинно-следственную связь заразности. Это потому, что отделять там нечего. Все, с чем они работают, это просто куча мертвых клеток, ничего более. Нам преподносят эту историю, показывают картинку в медицинском журнале и говорят, что вот эта частица – проблема. Тогда покажите мне, что это проблема. Где научный эксперимент, показывающий, что именно эта вещь вызывает болезнь? Такого не проводили. Поэтому я не думаю, что они могут создать синтетический вирус. Не думаю, что вообще существует что-то, что распространяется так, как нам рассказывают. Не верю в какие-то заразные патогены. Я считаю, что есть другие объяснения того, почему мы видим, как группа людей заболевает одновременно или друг за другом, но это точно
точно не вирус, возникающий в природе, который мы могли бы идентифицировать. Так же, как это не бактерия. Ведь раньше считалось доказанным, что бактерии вызывают простуду и грипп. Палочка Пфейфера вызывает грипп, а другая кориза вызывает простуду. Они верили в это десятилетиями. А потом заметили, что эту бактерию никогда не находят у больных, но никто не смутился, просто заменили на другую правильную и научно доказанную теорию. А в будущем заменит на очередной бред, и все скушают это как миленькие. Давайте подскажем им, что взять в следующий раз. Бактерии были, вирусы были, возьмем экзомикробы. И ипохондрики опять смогут наслаждаться своей дрожащей перед пустотой жизнью. И давайте переименуем аптеки в ипохтеки. На самом деле это не смешно. Благодаря всем этим тревожным умам здоровых детей почти не осталось. Их добивают запуганные родители, которые гоняются за всеми этими ОРВИ, гриппами, риновирусами, аденовирусами. И все лечат и лечат их, пока дети сами не превратятся в зомби. А на секундочку остановиться нельзя, чтобы увидеть, что у ребенка идет естественная детоксикация. И ему не нужна аптечная химия во время этого процесса очищения. Я ни разу не давала своим детям никаких антивирусных препаратов. Они не лаборатория для чужих лекарств. Может, поэтому они сильные и здоровые. И никогда ни у кого ничего не подхватывают. Хотя ходят в школу, на скалодром, на слалом, танцы в бассейн, тренировки по трюкам на батуте. И путешествуют на поездах, паромах, автобусах, самолетах. Нет вирусов в природе. И нет доказательств того, что можно создать синтетические. Лабораторные вирусы – это просто запугивание, чтобы держать людей сфокусированными на ложные цели. Держать их занятыми вещами, которые не являются проблемой. Пока вы смотрите на вирус, микроб, вы не исследуете то, что по-настоящему является проблемой. Подведем итоги. Если бы официально признали, что так называемые вирусы – это просто фрагменты распавшихся клеток и прочее, вирусология схлопнулась бы как мыльный пузырь. Миллиарды, вкачанные в охоту за невидимым врагом, пришлось бы объяснять, так как самого врага нет. Весь культ заразности смотрелся бы как неудачная серия медицинского сериала, только с реальными последствиями. Ипохондрики впали бы в экзистенциальный кризис, чем теперь оправдывать десятилетия паники. Медицинские корпорации все равно попытались бы продать этот клеточный мусор просто как премиальный и прыгающий друг на друга все равно. А учебники переписывали бы так же срочно, как когда-то переписывали про бактерию Пфейфера. И самое неприятное для всей системы – исчез бы образ внешнего врага. Ни злых частиц, ни летающей заразы, ни индустрии страховок, вирусов, тестов, препаратов и всех этих ежегодных фестивалей паники. Инфекционных заболеваний нет. Если бы они существовали, животные и человечество давно бы вымерли. Постоянный страх перед невидимыми крошечными жучками, прыгающими от одного к другому, должен уйти навсегда.